Здорово, с вами Рейджи. В этом видео я дам несколько полезных советов для новичков в нике Goddess of Victory. Все советы носят исключительно рекомендательный характер. Первое, что нужно знать новичкам, это каким типом игры является ники. Это гача не про гринд прямо здесь и сейчас, это накопление ресурсов день за днем. Несмотря на то, что для новичков доступно много контента на начале игры, закрытие которого потребует времени, через месяц или два вы столкнетесь с тем, что помимо деликов нечего закрывать, а для дальнейшего продвижения в сюжете или в тавере нужно накопить ресурсы для понятия уровня или прокачки ники. В среднем на выполнение деликов уходит по 40 минут. Поэтому, если хотите достичь результата и высот, наберитесь терпения в том, что это все вы получите не за месяц упорного гринда, а за год постоянного фарма деликов. Второе, что вам нужно знать, это что крутка происходит во вкладке рекорд и происходит за гемы или за билеты. Гемы — валюта, которая восполняется очень медленно, поэтому старайтесь ее тратить только на крутки. Билеты делятся на два вида. Радужные для крутки витрин с определенной ники и обычные для крутки премиумной витрины. После 40 круток на премиумной витрине вы откроете для себя список желаемых ники, в котором вы сможете выбрать по 5 ники из каждой фракции. Это значит, что кроме выбранных ники, другие вам падать из премиумной витрины не будут. За крутки вам будут давать золотые билеты за индивидуальные баннеры и серебряные за премиумный баннер. Накопив 200 штук, вы сможете гарантированно взять ники из предложенного пула. За золотые можно взять ники, которые сейчас находятся в индивидуальном баннере, а за серебряные только жетоны для лимит-брейка. Это значит, что если взять жетон ники, которой у вас нет, она не появится. Но когда вы ее получите, вы сможете сразу и поднять уровень лимит-брейка. Пул жетонов обновляется каждый день. А также золотые и серебряные билеты не имеют срока использования. Так что можно накопить их на одном баннере, а использовать через месяц или полгода. Теперь про поднятие уровня и преодоление стены в 160 уровней. В игре есть система синхронизации всех ники, которая до 200 уровня равняет выбранных ники по 5 самым высокоуровневым. То есть нет смысла поднимать уровень всем. Поднимайте уровень только 5 персонажам, а остальных добавляйте в слот синхронизации. Важно упомянуть, что синхронизированные ники будут равняться по низкому уровню среди этих 5. То есть если у вас есть 4 ники 180 уровня и одна 160, то все синхронизированные ники будут именно 160 уровня. Поднимать уровень ники выше 160 можно с помощью лимит-брейка, то есть получив дубли. Когда ники получат 3 лимит-брейка, ее максимальный уровень повысится до 200. Когда 5 достигнут 200 уровня, синхронизация перейдет в продвинутую версию, где можно будет прокачивать персонажей выше 200 уровня. Продвинутая синхронизация уже не будет опираться на 5 ники. Поднимать уровень теперь нужно будет уже через это окно и за единичную плату, вместо 5 на каждую ники. И как проще всего преодолеть стену в 160 уровень? Первая ники, которую проще всего собрать на 3 лимит-брейка, это Дрейк, за счет того, что за выполнение Road to Villain вы получите саму Дрейк и еще 2 дубля. Так что вам остается выбить ее еще один раз или купить ее жетон за серебряные билеты. Вторая ники это Алис. Вы получите ее бесплатно во время выполнения первого дня в Alice Diary. А также ее дубли можно получить за бонус при крутках на премиумной витрине. Остальные 3 стоит выбирать из оставшихся в бонусе за премиумный баннер. Или ники, которые у вас уже сами по себе собрались на 2 лимит-брейка. Неошибочным будет накопить немалое количество гемов и потратить в одну витрину, чтобы собрать одного из новых персонажей на 3 лимит-брейка. Количество и качество собираемых ресурсов в аутпосте зависит от его уровня, который повышается за 5 стычек в Normal Story моде и за Hard Story мод. Также по уровню аутпоста скейлятся и кейсы с ресурсами в инвентаре. Сверху у них написано, какое количество вы получите за определенное время пассивного фарма в аутпосте. Поэтому не спешите открывать кейсы, пока не достигли непроходимого момента в истории. На что еще стоит обратить внимание новичкам? На Tactic Academy в аутпосте. Там очень полезные апгрейды для аккаунта, и постарайтесь не медлить с его прокачкой. 3 лимит-брейка для ники это не предел, есть еще сверхуровни. Но не складывайте все яйца в одну корзину. Различные режимы и рейд-боссы требуют разных ники, поэтому получайте различных персонажей, пусть и в единичном экземпляре, и пополняйте коллекцию. Вы также могли заметить иконку слабости к определенному элементу. Скажу лишь то, что это важно в лейт-гейме, для уже прокачанного аккаунта и минмакса урона, а на информацию о RNG можете даже не смотреть. Из внешних ресурсов есть сайт niki.gg, где можно посмотреть тирлист персонажей, узнать местоположение всех потерянных реликвий, узнать правильные ответы в диалогах из адвайса Ники, почитать гайды и различные новости. Есть сайт lootandwaifus.com, где можно узнать время текущих баннеров и когда начнутся уже заанонсенные. Также есть свой тир-лист, можно посмотреть на то, как часто ники используются в соло-рейдах и прочие гайды. И последний сайт enic.app, где можно узнать, какими командами топовые игроки закрывают соло-рейды. На этом мой самый быстрый гайд по Нике закончен. Когда сам выучусь на Всевышнее образование по Нике, начну делать гайды для продвинутых игроков, чтобы к этому моменту вы прокачали свой аккаунт. Удачи в куртках! Step in with a headline at the end.
できると思ってたんだ。